Представители знака зодиака Козерог. Козероги, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп на неделю с 16 по 22 октября. Давайте узнаем подсказки карт. Будем реалистами, конечно, а вы как раз реалисты. Любой прогноз – это общий информационный характер имеет, но я так надеюсь, мы с вами проведем приятное время, какие-то подсказки вы определенно получите. У нас сегодня колода Таро Истока, новая колода, достаточно холодная колода, я ее когда-то приобрела, думая, что второй канал вот как раз на отношения, она очень хорошо проигрывается. Буду делать видео, но все у меня немножко встало на паузу по разным причинам. Надеюсь, возобновлю. Но вот давайте мы посмотрим на этой колоде, какова неделя будет, по мнению карт. И надо сказать, что 14 октября солнечное затмение в знаке зодиака Весы. И через 2 недели, 28 октября, будет лунное затмение в знаке зодиака Телец. И оба, и точнее эти два знака, это управитель Венера. Поэтому где-то отношения, финансы, вот эта ось может проигрываться. Или какие-то обстоятельства в вашей жизни подводить к какому-то итогу. Может быть, и такое тоже проиграется для вас. Кому интересно более подробно, я оставлю ссылку в инфобоксе, в описании под видео, для перехода к видео «Коридор затмений», как для вашего знака, так и вы можете перейти в плейлист и посмотреть по Солнцу, по Луне. Никогда не знаешь, какие подсказки откуда придут. И правда, ведь может проигрываться не по солнечному знаку. Давайте мы, тем не менее, идем дальше и узнаем. Первая карта. Важное событие или, может быть, сфера жизни, которая наиболее актуально для вас будет проигрываться в течение недели. Чем придется заниматься. Неожиданное событие. Давайте достанем такую карту. Чему сейчас не время или что может помешать? А что же тогда будет помогать? Давайте узнаем. Что скрыто? Давайте такую карту. Может быть, мы чего-то не замечаем, не придаем значения, а может быть и скрывает, узнаем. И по основным сферам жизни: дела, работа, бизнес, финансовые энергии, посмотрим, что по деньгам. И что в личной жизни на неделе. Подведем итог и достанем карту «Совет». Итак, что же важное значение? Карта башня, будьте внимательны. И по этой карте здесь, знаете, как мы могли думать о том, что, к примеру, даже и в этой колоде как раз больше про отношения эта карта говорит. Хотя, конечно, башня есть башня, старший аркан. У кого-то может проиграться банальное обстоятельство непреодолимой силы или какая-то обстановка вокруг вас меняется. Поэтому не время для риска, мои дорогие, это точно. Но помимо всего прочего, именно в этой колоде это может быть или мог быть человек, который себя, предположим, позиционировал так, знаете, много обещал, или был пафосный, или мы кому-то доверились, а здесь приходит как, ну, осознание того, что зря мы это делали. И это где-то нас может на какое-то, как минимум, время словно выбить из колеи. По этой карте мы могли строить, знаете, себе какие-то проекты, к примеру, да, и думать, что мы все контролируем. И вот приходит опять же какая-то новая реальность, и словно нарушается баланс, какой-то гомеостаз нарушается. И, может быть, прежняя идеология словно рушится. Или какая-то обстановка тоже носит характер, когда прежняя система, которая была отстроена, или наш какой-то жизненный уклад, порядок, нам приходится пересматривать, потому что, опять же, есть какие-то изменения. И карта говорит, что даже если где-то нас это поначалу выбивает из колеи, то или болезненно мы что-то воспринимаем, но это те изменения, которые они как будто должны произойти в нашей жизни.
Ну, нет момента гармонии. Вот это вы можете, мои дорогие козероги, ощущать. Может быть, это просто какой-то эпизод на вашей работе или с конкретным человеком связанный, вот как я сказала, кому мы доверяли. Ну, значит, как будто прозреть, вот увидеть какую-то реальность нам будет необходимо. А может быть, вы узнаете какую-то тайну, и она вас подтолкнет пересмотреть отношение к тому или иному человеку. Но собой, повторюсь, не рискуем. Не время для риска, башня есть башня. Неожиданности. А тут какие-то вот как раз обстоятельства для вас могут открыть возможности, например, к заработку, это ваша карта, или, мои дорогие козероги, даже в каком-то хаосе или ну, неважно какой силы эти обстоятельства, вы можете отстроить порядок, вы как будто точно будете знать, чем заниматься не стоит, кому обращаться не стоит. Ну, к примеру, и любые вопросы по королеве монет для нее нет как таковых неожиданностей. Во-первых, она надеется сама на себя, очень импонирует, это ваша энергия, поэтому она просчитывает заранее. Она знает как будто, что да, обстоятельства будут все время меняться. И где-то интуитивно она к ним готова, поэтому ее словно и выбить из колеи практически невозможно. Она анализирует, много думает, и даже свою идею, которая у нее зарождается в ментальности, в мыслях, она многократно проигрывает, как это она будет воплощать в жизнь, и после ее воплощает. И какие бы ни были тут башни на пути, она все равно достигает своего. Вот какие-то такие энергии вы будете видеть, что может быть даже вокруг вас какой-то хаос творится или какая-то непонятная конкретная ситуация. А вы, козероги, будете знать, что нужно делать или вообще ваши действия. Именно вот ваша какая-то роль для вас будет точно известна. Для кого-то из вас получение денег конкретной или может быть, знаете, изменения на вашей работе, может быть, меняется руководство, новая метла по-новому метет, и все коллеги в каком-то шоке, может быть, уже слухи прошли. Я, к примеру, описываю ситуацию. Прошли слухи, что руководитель новый, ну, совсем никуда не годится, и все уже в предвкушении ужаса. А вы четко знаете, как вам нужно что делать и каким образом. И тут вы, словно, даже в патовой ситуации для себя можете извлечь какую-то пользу. Но сильная у вас позиция, понимаете, что бы ни происходило. Чему сейчас не время, но и не время самоуверенности, вот в этом плане. Не думать, что я как будто на полном якоре, у меня сейчас все контролируемо. Нет, тут по башне контролировать невозможно. Тут придется отслеживать что-то в деталях, понимаете? Не расслабишься, вот я о чем. Это праздник после победы. Сама по себе карта, она не говорит, что чему-то конкретному не время, но не время вот именно какой-то, может быть, и самоуверенности или, в принципе, чувству уверенности. Ну, правда, карта башня, потому что есть какие-то перемены. Поэтому держать руку на пульсе нужно и быть, наоборот, готовому к тому, что что-то в любой момент может поменяться. Или, знаете, нас не должны где-то застать врасплох. Вот этот момент будет важен. Что помогает? Вот то, что я говорила, даже если хаос, он вам будет помогать. Колесо фортуны. Вот эти обстоятельства непреодолимой силы, какие, ну, хоть камни с неба, а они вам помогают. В этой колоде колесо фортуны как раз больше со знаком плюс. Конечно, нам говорят, что где-то могут быть моменты и болезненные в чем-то, но лично вам ничего не угрожает. Ваша задача только ну, вот так детально отслеживать обстановку, чтобы что-то ценное для вас не упустить, мои дорогие козероги, чтобы что-то не прошляпить. Тут, может, знаете, так ведь в жизни бывает, для кого-то это колесо фортуны вниз может крутануться. И здесь вы даже можете где-то шокированы быть, или, может быть, если в отношении конкретного человека, вы можете ему даже сочувствовать, что у него вот именно так судьба повернулась. Но мы не должны эмоционально в чужом горе застрять. Вот это тоже имеется в виду. Потому что у вас это как будто как подсказка, в какую сторону идти. И для вас какой-то может быть в этом, для кого-то минус, а для вас как раз плюс. Потому что в позиции что нам помогает? Будьте внимательны. Что скрыто
Праздник скрыт, все-таки праздник у вас как будто обещают. Он не отменяется, какая-то радость. Вы ее можете не видеть сначала из-за сложных эмоций или из-за новостей, которые приходят разрозненные такие, да, или окружение, которое вокруг вас, люди, коллектив, знакомые, подают вам эти новости в каком-то черном свете, в мраке каком-то. И поначалу мы можем растеряться, но вы как будто, если растеряетесь, то на долю секунды. У вас карты такие. Так вот, все равно какой-то праздник, как будто даже если для кого-то минус, для вас, мои дорогие козероги, он таки состоится. Это правда. Дела, работа, бизнес. Десятка мечей. Вот какова бы ни была ситуация, она как будто для вас заканчивается. И еще раз повторюсь, для кого-то это будет минус, а для вас выход из какого-то тупика, из каких-то неопределенностей, из каких-то сложностей, из какой-то для вас, мои дорогие, разрушительной конкретно ситуации, из той, когда мы, знаете, какое-то время были словно обездвижены, не могли что-то предпринять. Мы были выбиты из колеи, может быть, даже так. Может быть, для кого-то эта ситуация была связана с предательством. Но теперь это уже не имеет никакого значения. Нам говорят, что мы провожаем прошлое, все-таки закрываем в прошлое дверь. Вот какая-то действительно дела, работа, бизнес. У кого-то, кроме шуток, на работе могут быть такие перемены, когда вам придется и стратегию, и тактику свою пересматривать. И знаете, вот тут очень важно такой момент. Ведь нам показан человек, который практически обессилен. И поэтому у нас выпадает четверка жезлов, да, и мы сказали, не время уверенности. Знаете, очень аккуратно нужно действовать, без импульса, что-то не форсировать на эту неделю, а наоборот воспользоваться какими-то обстоятельствами, в которых вы, может быть, окажетесь, и что-то перевернуть в свою пользу. Потому что прежняя какая-то наша тактика уже устарела, нам придется действовать по-новому. Финансы. Ну, по семерке чаш мы можем чем-то так вдохновиться, нас может что-то буквально очень так озарить, захочется, может быть, потратить деньги, купить, потому что радость-то как будто есть. А карты нам говорят, тут мы не должны, скорее всего, просчитаться, потому что, ну, не время по семерке чаш тратить деньги на этой неделе, это факт. Деньги будут, королева монет вам сразу же выпала, нам об этом сказали. Но сказать, что даже траты мы планируем наперед, ну вот даже не на этой неделе. Все же нам здесь элемент либо обстоятельства еще с чем-то не определились, или нам деньги потом потребуются самим. Все же у вас два старших аркана серьезных. Либо обстановка какая-то еще будет дальше проясняться, меняться, и вы вообще что-то можете переиграть. Понимаете? Поэтому деньги больше сохраняем, хоть и деньги есть. Личная жизнь, семерка жезлов. Знаете, по семерке жезлов тут всегда есть, конечно, и соревнования. Вот, к примеру, если мы хотим получить какую-то должность, мы можем на этой неделе, у нас может быть такая, по крайней мере, оказия, возможность. К примеру, тот человек, который работал на той должности, которую мы себе бы хотели иметь, он возьмет и уволится. Но претендентов на нее может быть несколько. И для вас, может быть, раньше мы бы отказались. Мы бы, ну, где-то так отступили полшага назад и ждали бы. А здесь нам говорят, нет. Тут, скорее всего, мы ничего не дождемся, мы какой-то шанс должны не упустить. Но, с другой стороны, мы не должны создать и конфронтации, понимаете? И даже если вы, допустим, вот действительно ситуация такова или типа такой, когда вы хотите получить должность, на которую другой бы тоже претендовал, значит, это нужно сделать в какой-то дружеской манере, когда мы себе не создадим врагов. Вот есть такой момент. Пусть это на личную жизнь выпало, но не всегда про любовь нам карты на личную жизнь. Если это область наших честолюбивых планов достижений, то тогда тоже это можно и нужно применять.
А для кого-то из вас, мои дорогие, эта карта может говорить о том, что конфронтации все равно не место даже и в личной жизни. Помните, наверное, что у вас праздник должен быть, поэтому если мы прежде не достигли взаимопонимания, то здесь больше все-таки диалоговая форма на этой неделе будет важна. Давайте мы подведем карту совет, король монет. Правда, посмотрите, нам пара выпадает, по сути дела. Королева монет и король монет. Вы и ваш партнер. И неважно, пусть он по другим знакам зодиака рожден. Здесь надежность какая-то проходит. И вот, наверное, вы будьте в своих энергиях. Где-то чего-то не тормошите, не ускоряйте. Пусть идет все само, как идет. Но и остроту момента, что-то упустить мы тоже не должны. Отталкивайтесь, наверное, вот от ваших собственных энергий. Вы люди надежные и стабильные. Когда вокруг наступает какая-то эпоха перемена, она как будто будет связана не только лично с вами, а еще с обстоятельствами вокруг вас. И предпочтение это будет отдано вот именно таким, как вы, мои дорогие козероги. Тут для себя укрепить, умножить, новое качество жизни построить. По этой карте, кстати, к нам может прийти кто-то и на помощь. Может быть, это как ваш близкий человек. Или, кто знает, может быть, мы познакомимся при каких-то непонятных ситуациях тоже с человеком, который будет нам как родственная душа. Или где-то как мы в таких же энергиях, с которым у нас сложится полное взаимопонимание. У кого-то и это может проиграться. Все-таки фортуна как будто вам помогает. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы и любимы всегда.